друзья! Привет! Как вы догадались, сегодня у нас день десертов. Да, мы сегодня будем печь лимонный пирог по рецептам нашей мамы Греты. Обычно она использовала 4 лимона для этого пирога, но иногда, когда в доступе были апельсины, она кислоту лимона немножко смешивала с сладостью апельсина. И именно этот вариант сегодня мы хотим вам продемонстрировать. Ну, досмотрите видео до конца, и вы увидите весь процесс приготовления, он не очень сложный. Ну, а количество ингредиентов, как всегда, указано в описании. Но единственное, на что хотелось бы обратить внимание сразу, мы сегодня будем для этого пирога готовить песочное тесто. И для того, чтобы оно было достаточно нежным и сыпучим, все составные части этого теста, ингредиенты, да, они должны быть холодные. Даже мука, которую перед тем, как начать, мы положили в холодильник. А масло так вообще достали из морозильника. Поэтому это небольшой, но очень важный нюансик. Ну что, начнем поскорее, пока все не растаяло? Поехали! Просеиваем муку, добавляем щепотку соли, разрыхлитель и натираем на терке сливочное масло. Начинаем перемешивать масло с мукой. Перемешиваем до тех пор, пока не получим однородную рассыпчатую массу. Разбиваем 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки сахара и слегка взбиваем. Затем добавим сметану и еще раз все перемешаем. В муке делаем углубление и выливаем в него эту смесь. Перемешиваем сначала ложкой до однородности, а затем начинаем замешивать тесто руками. Когда вся масса объединится в один комок, продолжим месить тесто уже на столе. Тесто получается эластичное, оно не прилипает к столу и присыпка мукой не нужна. Вот такое мягкое, податливое тесто должно получиться. Сформируем из теста небольшую колбаску. Отрежем небольшие кусочки с краев, а оставшееся тесто поделим на 3 части. Сформируем из кусочков 4 шарика. 3 больших, примерно по 195 грамм, и 1 маленький, грамм на 60, который потом мы будем выпекать, чтобы сделать из него крошку для украшения торта. Выкладываем все шарики на тарелку, накрываем пищевой пленкой, отправляем наше тесто в холодильник минут на 30-40. Займемся начинкой. Лимоны очищаем от шкурки. Нарезаем небольшими кусочками. Удаляем косточки, если они есть. И складываем все в емкость. Шкурку одного лимона также нарежем и отправим в емкость. Очищаем и нарезаем апельсин. Половину шкурки апельсина тоже нарезаем и отправляем в емкость. Добавляем 400 грамм сахара и перемешиваем. Теперь пробьем полученную массу в блендере.
Вернемся к тесту. Тесто очень мягкое, его не надо раскатывать. Просто выкладываем на дно формы и разравниваем рукой. Форма у нас диаметром 23 сантиметра. Накалываем вилкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку буквально на 10 минут. Выложим готовый корж на доску. Также выпекаем второй и третий. Лимонно-апельсиновую начинку выливаем на сито. Полностью протирать ее не нужно. Нам необходимо получить немного сиропа. Густую кремообразную часть выкладываем в отдельную емкость. Сироп нам понадобится для пропитки коржей. Каждый корж сначала смазываем сиропом. Коржи у нас пористые и хорошо впитывают жидкость. Теперь выкладываем более густую часть начинки и разравниваем. Кладем второй корж и все повторяем. И последний, третий корж. Всю оставшуюся часть лимонно-апельсинового крема выкладываем на поверхность торта. Наш маленький корж измельчаем в крошку и посыпаем ей наш торт. Все, торт наш готов. Надо только дать ему время пропитаться. Лучше оставить его с ночи до утра, часов на 8-12. Собрав волю в кулак, я терпел всю ночь, чтобы наш тортик пропитался. Можем начинать резать и пробовать. Нужно Ты начинать. не зря ждал. За эту ночь коржики пропитались и стали более мягкими. Посмотрим. Режем. Режем. Торт очень легко режется. Смотрите, какой он красивый в разрезе. Можно наконец пробовать. А чаю? Угостите вначале чаем. С армудой стаканчиков. Это совсем другой вкус. Прошу. Мерси. Чаек тоже на Ой, славу на получится? славу, на славу. Я не знаю, как ты, но я вот с сиропчиком люблю. пробовать. Это то, сироп, который у нас остался. остался. Да. Как раз вот так вот поливаешь обильненько. Не жалей. Божественный вкус. Сейчас я скажу вам, какой это вкус.
Потрясающе. Не слишком кислый, не слишком сладкий. Такой баланс сочетания Я согласен. всех вкусов и песочного теста, и лимона, и апельсина, да? Да. Казалось бы, положили 400 грамм сахара, но абсолютно вот этой сладости не чувствуется излишней. Сочетание с лимоном, с цедрой, с ароматом апельсина. Очень вкусно, Не ребята, передать. очень. Слов не нахожу. Обязательно приготовьте, вы не разочаруетесь. Ну, единственное, что надо набраться терпения и ночку все-таки подождать, чтобы он пропитался, Да, но оно того результат стоило. того стоит. Всем очень-очень понравится. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!